Нам надо буквально налить еще 1 миллион ликвидности. Но не будем говорить о том, что они еще на свои холодные кошельки скидывают. Трамп будет реально там 2 монеты, сейчас там ETF примут по нему. Ну, Как такое возможно? Там просто опять токенов создано и все. да, И поэтому такая высокая цена. Разумеется, это куча такой тупой ликвидности, по факту dump money. Ну, Кейтмейкер, конечно, ты здесь. этот человек имеет связи. Вот это самый интересный момент. Мы будем вообще фейковать, на чем будем разгонять. Он просто, типа, написал лол. Да, Лол токены всё равно, вырос. в 2020 реально могут насыпать. Здесь у тебя вообще ничего нет совершенно. Это Тут уже не красава. первый раз, да. Achtung, Achtung. Im Gebäude herrscht Я как Мик, я богат, улетаю в Эмираты, проводжатом из Варшавы, делаю деньги, криптомани. Илья, здравствуй. 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 Поправь микрофончик. Все. Давай сделаем вид, будто мы с тобой не знакомы. Мы с тобой совершенно не знакомы. Расскажи мне, как Я проходит... тебе ничего не рассказывал Как до этого. проходит день криптопарня. Криптопарня. Да, твой самый обычный день. Ну, смотри. С появлением девушки, конечно, немножко скорректировался, но завсегда-то, конечно же, если как бы получается. Подъем. В 6 утра встали, спортик, разумеется. Ну, на спортике надо быть постоянно, бицуху надо все-таки качать, как-никак. То есть это либо зальчик, это либо какая-нибудь улочка. Понятно, что все эти процедуры делаем, буквально часа 2-3 уделяем на свое просто какое-то внутреннее состояние, вот, по факту, помогает менталочку сохранять и так далее, тем более, если там трейдишь что-нибудь, сидишь, в любом случае. Как я. Это да, вот именно как ты, это постоянно стресс. То есть То есть ты будем начинаешь эффективно. свое утро каждый день без исключения в 6 утра. 6-7 утра, да. Ну, в зависимости от того, во сколько я там лягу спать. Ребята, вот что значит дисциплина. Есть чему поучиться. Да, 8 часов надо в любом случае поспать, то есть без этого никак, потому что, ну, бывает такое, конечно, что по ночам приходится сидеть и тому подобное, но если есть такая возможность, то, конечно же, ложимся вовремя спать, высыпаемся, набираемся полностью силы, циркадные ритмы, наше все. Большинство трейдеров после того, как вышел Трамп и Мелания, сказали, я вообще спать не буду. Спать не буду. Ну, я на тот момент спал, но поскольку у меня был, короче, товарищ, который Надо мне было не просто, да, спать. Да, который меня набрал, то, разумеется, что все. То есть он тебе начал Да, звонить, он мне просто начал звонить, да, у нас как как бы... оповещение. Да, у меня, у нас просто, короче, есть такой определенный распорядок. Бывает такое, что я по ночам сижу, Мгм. бывает такое, то, что он по ночам сидит. И, ну, в случае, если что-то выходит ночью, просто один другому набирает, у нас как бы прямой контакт друг с другом, телефон никто не выключает, все, то есть что-то выходит сразу, давай, беги, короче, компу, закупай, сразу, короче, или там на телефон бери. Сидите на вахте Да, вот, 2 короче, через да. 2. Вот, короче, тебе, там, не знаю, отца какой-нибудь, и все, залетай. Вообще без вопросов. Дальше, короче, будем анализировать, дальше будешь разбираться. Все, у нас как бы такое доверие друг другу есть, и все. То есть это помогает, скажем так, в рынке находиться вот как раз-таки 24/7. То есть Мгм. посменно сидим. Давай Если сразу так к самому можно. интересному. Сколько ты заработал на мемкоинах за 24 год? За 24-й, за весь 24-й За весь год. 24 именно на торговле мемкоинами. Ну, смотри, то есть понятно, что весь экшен начался там с октября-ноября, по факту. Октябрь, ноябрь, декабрь — это, наверное, вообще самые золотые месяца, которые были для мемков. Мгм. Если так, не вдаваться в подробности, то есть... Хотя бы намекни. К депу это где-то 500%, если так брать. X5. Да, по факту X5. По факту такой, да. Можно назвать это, возможно, и life change, но по факту консервативно так. Там оттрейдил, там забрал и тому подобное. А как ты распределяешь вот этот весь риск-менеджмент? Ты заходишь на 1, на 2, на 3% от всего общего депозита именно в один мемкоин? У меня есть просто выделенный депозит, то есть в районе 10%. Вообще, да, по факту от общего. По факту я разбиваю это приблизительно на 15-20 частей. Понятно, что в зависимости там от уверенности, мемки и тому подобное. Дальше, понятно, что захожу и так далее. Тело 100% фиксирую сразу, то есть без убыток. Это, вижу только 2 икса, сразу 50% фикс. То есть Это, 2 икса, сразу же тело зафиксировалось? Да, сразу тело фиксирую, все. Дальше, понятно, что лесенка разгружаюсь, то есть там, например, 3 икса дало, а 25% сельнул дальше. Еще, там, например, 4 икса, еще 25, это та сумма, которая там уже осталась. Такие ситуации, когда у тебя какой-то мемкоин выстреливал на $1000, на 1000%, Мгм. не было. Было такое, было даже с AI16Z, тем же самым было с этим, с Пнутом, с Чилгаем. Да, Ничего Чилгаем. себе, ты все это торговал? Конечно, все торговал. На самом начале? На самом начале, да. О. У меня просто, я же говорю, по стратегии, если я нормально закрылся без убыток, если Мгм. уже по 25% позакрывался, я оставляю, там 5-10% на мунер. На потенциальный мунер. Мгм. Понятно, что, да, может быть, я там не дозарабатываю на многих, понятно, что там куча дерьма есть в кошельке, который уже все не ликвид совершенно, но, да, то есть 10% оставлять на мунер, 10% и делают все оставшееся. Я буквально вчера торговал мемкоинами, зашел Мгм. на $500.
в один токен на Блуме. Он у меня в момент нарисовал 3 икса. Да, а потом имите 0. Опять в ноль. Прошлая история была. Ты у нас в чате сидишь, ты видел, да? В чатике, да, я видел. Да. Токен видел, что Абдулла лаунчили, да. Ну вышел. вот, да, я просто немножко поздно зашел, так бы помог. Немножко его подпушить, может быть. Ну, в общем, да. Так вот, да, 10% на Мунер, то есть по факту даже там с тем же самым Чилгаем, который там по факту улетел почти на лярд уже по итогу, когда его там уже на Binance и так далее везде начали шилить, листить. То есть по факту я заходил туда на 8 миллионах, и я мог выйти, ну, когда угодно, но я просто типа оставил 10%, думаю, ну, пофиг, уже до талого держу. Если будет реально что-то интересное, то реально можно будет вытащить что-то с этого. Ну и, разумеется, там уже на 300 уже продал, но уже просто не мог держать на самом деле. Ты когда оставляешь вот эту маленькую часть, у тебя есть какая-то уверенность или чувство, что вот, например, вот этот проект может вырасти до капитализации 1 миллиард, а вот этот не может? Как отличить вот эти все проекты? Ну, понятно, что нужно углубляться, скажем так, ресерчить на постоянной основе. То есть, ну, есть какие-то лоукапы, которые, ну, заведомо не могут. В целом, они не могут задать какой-то тренд. Сейчас на них нету никакого тренда. Понятно, что, может быть, за очень-очень редким исключением, то, что это какой-то мунер, про который пока что никто не знает, в него сейчас ликвидку зальют нормально, и он улетит куда-то. Но, опять-таки, сидеть, верить в это 24/7 невозможно. То есть должна быть в любом случае какая-то стратегия и так далее. То есть понятно, что если полное дерьмо, то сливаю все под ноль, ну, там в целом шансов очень минимальные, и, ну, как бы 10% не имеет смысла терять. То есть, ну, смысл. Это не может быть. А если берем, например, по аватарке, по названию, как-то это можно определить? Какой-то, знаешь, как говорят в Твиттере, культ или не культ? Ну, можно, конечно, это определить. То есть, во-первых, это должно быть что-то вайбовое, это должен быть какой-то рофл, мем, желательно там с какого-нибудь даже ТикТока, чтобы это, короче, конкретно ритейл, массы, они это все ширили. Чтобы они знали самого. Они знали, да, вот именно конкретно этого персонажа они знали. То есть вот то же самое там Чилгай, почему хайп? Потому что в ТикТоке все знают. То есть если там даже сейчас зайдешь там, в ТикТок образно, уже обычные люди, вообще не зная, кто это, что это вообще за персонаж, просто он им нравится, все, там просто такой стоит пацанчик и все. И на пафосе, скажем То же самое так. с Пеппа. Да, то вот же эту самое с мемную Пеппа. картинку Да. все видели в интернете. Все знают, да, вот именно, все знают Пеппа, все знают, как эта жаба выглядит, и, ну, соответственно, Пеппа, ну, до сих пор держит там свою Да, капу. до сих пор популярен. Вот и до сих пор популярен, до сих пор растет. Илон Маск до сих пор это пушит, всю эту историю. То же самое Додж, то же самое. То есть собака, вот эта вот хаска, которая Все стоит. знают собаку. Да, все знают собаку, все знали ее до этого. До Да. Доджи ее все знали, по факту. Это мем, не знаю, ну, с 2000-х годов, по сути. И решили, по факту, в это все скомбинировать. То есть, и, конечно, да, от этого много чего зависит. В целом, понятно, что перспектива больше всего лежит в том, где знают конкретно ритейл-массы. Потому что если они подхватят, разумеется... Никогда не клади яйца в одну корзину. Этот принцип я использую не только когда выбираю монетки для покупки на споте, но также когда выбираю криптобиржу для своей торговли. В последнее время я выбираю именно биржу Bluefin. В чем же ее преимущество? Во-первых, вам не нужна верификация для того, чтобы торговать на споте и на фьючерсах. Во-вторых, биржа прошла аудит, и все ваши депозиты подкреплены реальными деньгами. В-третьих, комиссии ниже, чем на остальных биржах. Переходи по реферальной ссылке в описании под видеороликом, либо же вводи реферальный код МИКа в приложение. Скачать его можно как в Play Market, так и в App Store. А мы продолжаем. Разумеется, это куча такой тупой ликвидности, по факту dump money, так на этом, на Которая Уолл-стрите. будет очень быстро зарабатывать и потом одним лотом просто сливать. Да. То есть они будут готовы и на 100 миллионах зайти и так далее. То есть у них какое мышление? То есть они не думают, по факту, это уже вообще-то зеленый ритейл, который вообще не сидит в крипте, увидел в ТикТоке, есть какой-то там мемок, например, все, надо в него, короче, залететь. По факту они как вообще рассуждают? То есть они не знают, во-первых, что такое маркеткап, FDV-шка, ну да, в мемках, если мы говорим, это большей части маркеткапа. То есть как она работает. То есть не бывает такое, то, что, например, мы находимся на маркеткапе 1 миллион, и нам нужно занести туда 99 миллионов, чтобы маркеткапа было 100 миллионов. Нет, ну то есть маркеткап это есть маркеткап, это просто общая оценка. Да, по факту все, ну да. Ну, если говорим про мемки, зачастую это просто общая оценка, как FDV, по сути, вообще всего. Всего оборота токена, всего суплая. А ликвидность сама, по сути, это те деньги, на которые происходят все торги. То есть, по сути, продажи, покупки за эти деньги происходят. И не значит то, что, если, например, у нас 1 миллион, нам нужно 99 добавить, чтобы было 100 миллионов маркеткапа. Нет, нам надо буквально налить еще 1 миллион ликвидности, чтобы у нас, да, был этот прокрут, был этот оборот, и, разумеется, цена токена также, соответственно, вырастет. И чаще всего, как это было с Трампом, просто берут себе на кошельки создатели сами же 80%, и чаще всего они просто делают лог. Да, они просто делают лог, и все. По факту, уже добавлена новая ликвидность, она пампит еще сильнее, конечно же. Но не будем говорить о том, что они еще на свои
Холодные кошельки скидывают, это мы оставим. Не, ну то уже все, это они уже даже разгружаются просто. Ну вот. И обычные люди, как они вообще думают? То есть тот же самый Трамп вышел, то есть он там стоил в моменте, ну, сколько там, 50 или сколько он там и все думают, он будет 1000 стоить. Мгм. Ну, никто не понимает, ну, чтобы он реально стоил Экономика. 1000, там, да, там, ну, по факту, во-первых, это практически невозможно, чтобы он стоил 1000, он должен стоить дороже эфира. Да. То есть он должен быть топ-2 монеты. Ну, я не спорю, может, Трамп будет реально топ-2 монеты, сейчас там ETF примут по нему, ну, посмотрим. У как меня это, еще да. иногда спрашивают вот по поводу каких-то монет, там, например, какой-то щиткоин, и он стоит там $1 000 000 за одну монету. Мгм. И меня спрашивают, как такое возможно? Как вот этот мемкоин стоит дороже биткоина. Я объясняю, все очень просто. Там, если биткоина была создана 21 Да, миллион 20 общей миллионов, эмиссии, то там 2 токена то или там, 1. да, там просто Да, 5 да. токенов создано, и все. Да, да, И поэтому да. такая высокая цена. А ну, если мы говорим по поводу мемкоинов, вот эти все нули, почему Мгм. так много нулей в мемкоинах? Потому что Большой эмиссия, supply, да, да, очень да. большой supply, и из-за Supply того, большой, что да, много да, монет, да, да. да, просто очень тяжело раскачать цену. Конечно, Как всегда говорят, конечно. мы раскачаем до $1. Мы раскачаем, да. раскачаем. Ну, то же самое, как ноткоин говорили, все. Ноткоин $1 будет. Ну, как он Да. может быть $1? Ну, со своим, там, по-моему, Выше суплаем 100 эфириума. миллиардов, да. Ну, как, ну, чтобы он был 100 миллиардов, должен и стоить 100 миллиардов. Ну, чтобы ноткоин стоил в 3 раза дороже самого тона, ну, я не знаю, что должно произойти реально. Расскажи мне, Это как владелец агенции, который работает с мемкоинами, Есть такой момент. можно ли раскачать свой токен без больших вложений на рекламу? Если можно, то как это сделать? Ну, в общем, на данный момент easy. Вообще, ну, Easy? по факту, да, ну, сейчас это по факту не нужно. Сейчас, в общем, из-за появления, короче, там, всяких булыксов, фотонов, Мгм. ну, это по факту агрегаторы, которые, ну, в общем, если тогда вкратце не давать Как подробности. биржа. Да, это вообще сборник аналитических tools, Мгм. где ты можешь просматривать smart money кошельки, где ты можешь просматривать, ну, как бы, в настоящее время апдейты по, ну, каким-то новостям и Мгм. тому подобное, где ты можешь вообще в целом просматривать все мемки, их объем, насколько они выросли, сколько там холдеров сидит и так далее. То есть вся информация, которая вообще может быть. Разумеется, что люди сидят только там. То есть это вот единственное место, где они это торгуют. Это очень удобно. Ты не Они должен- заняли вот эту часть рынка Да, они заняли, ну, потому что раньше тебе надо за было счет реально... своего удобства. Да, конечно. Раньше, там, в 19-м, 20-м году, в 21-м, тебе надо было это все чекать через Explorer, тебе надо было чекать, кто дев, это надо было все искать, надо было это по транзакциям сидеть, высматривать. Мгм. Ну, то есть создавались там какие-то доподобные парсеры, которые через раз парсили эту всю информацию, и все равно это было тяжело очень все анализировать, а в мемках очень важна скорость и так далее. То есть раньше этой скорости не было, поэтому раньше мемки жили, там, ну, могли 7, 14, 28 дней жить. Сейчас же, конечно, если день проживет, это уже хороший Да, мемок. после Трампа. Если Да. до Трампа хотя бы мемки жили Да, 2-3 три жили, дня, да, 2-3 то дня. сейчас да. один день это уже успех. Сейчас прям это полный. уже ты что, это успешный мемок уже называется. Это Дикий Запад, так называемый. Ну вот. И, в общем, по сути, ну, трафик есть, все. То есть это вот основной трафик. То есть в чем как бы прикол? Сейчас, ну, если мы говорим про Solana конкретно, все токены, практически все выходят на памфане. Мгм. То есть памфан это вот просто как бы базово, они собирают ликвидность, все. То есть они туда не заливают, у них, ну, этот смарт-контракт не подконтрольный, а ликвидность полностью лочится, то есть нету, скажем так, опасения того, что это будет рак. По крайней мере, в том понимании, Мгм. какой он есть. То есть то, что просто вымут ликвидность и все, ну, токен будет 0 стоить, такое, ну, невозможно на данный момент с памфаном. Вот. И, разумеется, что на этих... ну, а там дальше есть процесс как градиейт. То есть, по факту, там, например, тебе надо собрать в ликвидность, там, не знаю, $50 000. Ты через памфан это все собираешь. Мгм. Ну, хорошо, там не 50, там меньше, там где-то 13 собирают. Собирают, короче, $13 000 суммарно в эту ликвидность. Все это лочится. Заливают в пул ликвидности. Да, и дальше памфан автоматически идет на Raydium. Raydium это по факту, ну да, наверное, сейчас самый большой. Как такой liquidity провайдер, создание пулов. Мгм. Все происходит через него, по сути. И, в общем, туда по факту заливается ликвидность, создается пул. Все. Мемок официально проходит, это называется graduate, прохождение вот этой стадии, пока заливается ликвидность, создается новая пара ликвидная. И Окей. дальше она выходит на всех дексах уже. То есть Окей, это типа расскажи, DEX-скринер, да. На вот этих дексах выходит по одной монете в секунду. Ну, не, они не по одной. Ну, они по факту, они достаточно быстро туда переходят, да, там нужно какое-то Но время. очень часто создаются за счет того, что создать свой мемкоин стоит, ну, буквально копейки. Да, ну на Solana точно, да. Как выделиться, скажи?
как Как выделиться. выделиться? Вот это К вот самому главному перейдем самое сразу. главное. То есть первое, ну то, что, по крайней мере, сейчас работает, ну, все, во-первых, все меняется максимально динамично, Да. надо, ну, понятно, что Буквально отслеживать. каждый день. Да, я новые говорю как бы тренды. за сегодняшний день, что есть. То есть это нужно четко подвязываться под какие-то инфоповоды, которые происходят в Твиттере, Мгм. либо же вообще в мире происходят. То есть если ты создаешь свой мемок, и это быстрый мемок, если это чисто очень фаст, короче, такой фаст-трак, проторговка, и все, как бы конец. Что сейчас часто это и делается. Это если мы говорим без бюджета, мы запускаем. Мы находим этот тренд, мы подвязываемся к нему, ну, как бы находим. Нам конкретно нужно сделать так, чтобы люди поверили, что мы являемся первоисточником этого тренда. Мгм. То есть, например, там статья какая-то залетела в Твиттере на 500 тысяч, которая рассказывает там... Как с Binance было. Да, ну вот, да, там с Binance и тому подобное, все что угодно. И мы должны максимально доказать людям, что это мы как раз-таки Мгм. являемся... Ну, не то, что мы не можем быть владельцами, понятно, все понимают, что это мемок, но мы просто как бы первый мемок, который к этому подвязался. Сразу же как-то помпануть его или Да, показать, чтобы помпануть. в топы вывести. Да, дальше, в общем, что? Мы помфан проходим стадию, то есть, ну, если мы говорим про маленький бюджет, то есть это там в размере там, $5000, например, на запуск, понятно, что можно договориться, во-первых, с маркетмейкером каким-то за токен supply. Это очень важно, потому что, то есть да, мы просто дадим ему токенов, мы и он можем, сам да, начнет да, разгонять. да, есть очень достаточное количество маркетмейкеров. Понятно, что новичку, который заходит и не сидит в этом всем поле, будет достаточно тяжело найти, но это Мгм. возможно. По чатам даже его можно найти. Сейчас их очень много. Написать в чате маркет, Ну, конечно. ты здесь. Конечно, маркетмейкер. Я ты знаю. Вот. И, разумеется, ты ему даешь как бы токен supply, заливаешь, ну, хорошо, эти 5000 ему отдаешь. Ну, хорошо, не 5-4 тысячи, потому что там еще, может, 1000 на какой-то разгон, может быть, на бусты там, на скринере. Мгм. Но они особо не работают, но можно в целом этим заниматься всем. Просто это как бы поднимается траст комьюнити. Можно целую CTO-шку на этом фоне. CTO, Мгм. но по факту маркетмейкер это все откупает, и дальше начинается уже сама проторговка. Мгм. Вот это самый интересный момент, потому что если проходит стадию помфана, здесь мы уже имеем реально на входе, ну, так, если на скидочку брать, 7-10 людей, которые потенциально могут занести в токен. Из-за этого тренда. Это из-за BullX какого-то, Фотона, GMGN, где люди просто отслеживают активность, ну, только что вышедших токенов. И все эти люди сидят онлайн. Да, все эти люди сидят онлайн. Вот именно, они здесь наблюдают сидят, и да, выжидают. наблюдают, выжидают, смотрят. То есть все, на начале, конечно, там будет 100, 200, 300 холдеров и так далее. То есть, ну, 7-10 тысяч — это те, кто в потенциале без каких-либо социальных сетей могут зайти просто через вот эти вот агрегаторы. Именно органика. Именно органика, да, конкретно органическая ликвидность, которую сами решают, которые не поддаются практически какому-то мнению инфлов. Мгм. То есть они это все делают за тебя. То есть и там уже, конечно, начинается разгон. И дальше уже от того, насколько ты будешь искусно манипулировать этим процессом, настолько оно будет хорошо идти. То есть вот был, например, тоже токен, ну так просто, да, на примере приведу. Он там просто, короче, назывался 9574, ну просто типа 4 цифры. Мгм. Ну, был прикол в том, то, что потенциально это могла быть привязка к какому-то там вообще бывшему сотруднику Соланы, на которого подписан типа там Анатолий Яковенко, и там, ну, большие, короче, инфы на него подписаны, ну, у него там буквально 6 тысяч подписчиков, все. К этому, короче, подвязались, и подвязали это к тому, то, что они, короче, начали органически шилить. Органически начали шилить то, что якобы кошелек Дева этого токена, это его кошелек, и начали, короче, прикладывать какие-то вообще, ну, максимально не касающиеся темы, То скрины. есть они сами себе накрутили. Да, И сами да. в это поверили. Они начали в Твиттере вообще даже с нулевых аккаунтов начали это все постить. Из-за того, что это было массово, они начали, короче, в комментариях постить и так далее. Прикреплять Жесть. скрины, разно наготовленные и так далее. Того, то, что, ну, реально это его кошелек, какие-то пруфы начали, несуществующие, они их подделали. Какие там пруфы могут Да. быть. Ну, пруф того, что он, короче, где-то там 3 месяца назад спалил свой кошелек, Мгм. и сейчас, короче, в этом токене это, ну, Dev, это его кошелек. Вот. И это все было ложь, он нигде не полил свой кошелек совершенно, но они начали на этом фоне разгонять. Он, забил немного наперед, он потом написал опровержение? Он вот именно, что он на опровержение не писал. Он не писал. Он не писал, да. Он просто, Интересно. да, он просто, типа, написал лол. Вот просто он написал, да. Все начали об этом писать, он просто типа, он Классно. выпустил лол, и все, понятно, что трекали очень активно, вот эти все посты, которые выходят. И он, короче, 2 поста лайкнул, где вот это писали, что это типа его кошелек. Он лайкнул. и Он, всё. ну, просто лайкнул, он ничего не написал. И все, он не написал то, что это его, он не написал то, что это опровержение. Может, конечно, это он разгонял, но у меня все-таки теория, то, что не он,
делал, а кто-то другой в любом случае. Потому что, ну, как-то это очень все странно. Да, очень Выглядело. То есть, странно. ну, он мог реально нормально сделать токен в таком случае, потому что он бы там улетел, ну, нам лямов 10 реально. Потому что он там уже на двушку улетел. Люди реально в это поверили, то, что это его токен. Ну, и по итогу, конечно же, когда он ничего не писал, час, просто потом слово рак, и все, окончательно рак. Окей, смотри, ты нам рассказал, как на органике Да, да. первых как- холдеров, как бы сказать, Да, если добыть. так, да, давай, ну, расскажем. Так, TLDR сделаем, так называемый. Давай, четко 3 пункта. Да, 3 пункта, смотри. То есть нам нужен маркетмейкер, который будет играться с ликвидностью. Маркетмейкер. Нам, да, ну, Вот. Маркетмейкер. маркетмейкер. Дальше шиллеры. Шиллеры. Да, люди, которые шиллят. И, ну, это, да, это, наверное, должен был быть первый, но, короче, Шиллеры — пускай будет... это которые вот эти самые Да, пишут в посты, Твиттере. да, в Твиттере будут писать. Они могут быть даже нулевые, на самом деле. Они должны просто писать под постами колзов, ну, Спамить. каких-то инфлов, да, спамить. Просто спамить, говорит то, что, короче, что-то интересное, Мгм. и все. То есть нам, ну, по факту там слишком много не нужно. Люди сами ищут вообще по какому-то определенному токену Мгм. информацию. Вот. И, ну, понятно, что третье — это идея. Сама идея, к чему мы подвяжемся. То есть нам нужно понять, на чем мы будем вообще фейковать, на чем будем разгонять. Скорее всего, это будет фейк. Ну, если нет баланса, бюджет — это фейк будет. А чтобы найти вот этот фейк, надо просто сидеть, постоянно наблюдать Просто за надо новостями. сидеть, да, наблюдать за новостями, смотреть, кто вообще сейчас актуален, кто сейчас в тренде, искать, может быть, каких-то интересных личностей, интересных инфлов, которые, они, знаешь, такие достаточно under radar, но их знают смарты, а поскольку Мгм. на них подписаны эти все смарт-гаи, на них подписан там всякий там Илон Маск и тому подобное, то, ну, конечно же, верится в то, что этот человек имеет связи, он имеет связи с хорошими биржами, теми же самыми, Мгм. ну, если на него... У него есть много да, контактов, да, у него это есть самое классные главное. контакты, конечно. Если у него там, знаешь, присутствует какой-то ЦЗ, Виталик О, это Бутейрин, вообще то рай. там, ну, все, там, to the moon, Тут только так. Не то, что to the moon, то там to Да, the да, moon. вот именно, to the moon. То есть, ну, и все. То есть там уже просто есть понимание, что как будто может быть какой-то даже листинг. Если будет листинг, это все, это типа 100, 200, 300 лямов, это вот Мгм. так. Легко. Щелчку пальца, да, супер легко. Ты нам рассказал, как развить свой Так. токен. Ну, да. Было Зачем такое. создатели мемкоинов приходят именно к вам? Ну, Что вы им даете из преимуществ, Мгм. которые они не могут сделать сами? раз, это коннекты. Коннекты в плане какие-то партнерства. Мгм. То есть мы можем заключать партнерство с другими мемками, с хорошими уже мемками. Которые долго живут. Да, Не один долго век. живут, да-да-да. То есть мы как-то можем что-то совместное, какой-то, не розыгрыш, просто какой-то, не знаю, даже airdrop какой-то сделать на самом деле. Активность. Так, какую-то инсенситив активность делать и так далее. Это дальше АМА-сессия идет какая-то, с кем-то организовать, с кем-то это все подвязать, Мгм. пообщаться и тому подобное. А дальше, конечно же, это коннект в виде маркетмейкера. У нас есть свои маркетмейкеры, реально классные, которые работают с нами там за процент и по Мгм. своим, ну, короче, условиям. И он там по факту не надо тебе отдавать ему $20 тысяч за незавершенную работу. То есть Мгм. он берет уже постфактум. То есть он Сделал, берет в токенах, а да, потом он их берет сам токены, продает. да, в токенах все мы это обсуждаем, мы обсуждаем полностью, как мы сливаем. То есть мы делаем так, то, что по факту мы не сливаем токен одной так свечой, Да, а мы, потихоньку. да, аккуратно, приходит объем, мы аккуратно подслили, приходит объем, аккуратно подслили Мгм. и так далее. То есть там он пускается до Не чего-то. видно этого, Да, да. да, Самое да. главное. Ну, это не мы, да, это по факту уже маркетмейкеры, Мгм. которые этим занимаются. Дальше понятно, что продумать всю концепцию и так далее. То есть если это, опять-таки, какой-то low-cap, либо же какой-то быстрый плей, это просто подвязать какую-то идею. Если же это что-то более долгосрочное, это придумать какую-то идею и ее попробовать реализовать. И, конечно же, ну, как бы, наверное, вот такое крайнее — это поддержка от инфлов в виде ретвитов, в виде, опять-таки, даже, возможно, постов от них, просто очень нативно, в каких-то упоминаниях и так далее. То есть в мемкоинах очень важно, что не шил, который будет идти, потому что если будет активно идти шил со всех инфлов, будет понятно, что это типа реклама какая-то и так далее. Да, То надо есть, да, как-то тоже да, это нативные нужно посты, очень самые нативно, лучшие. очень нативный ретвит. Ну, очень хорошо работает просто там, не знаю, пост какой-нибудь фразы, например, в Твиттере или где угодно, относительно какого-то мемка. То есть просто мы его упоминаем, там, не знаю, просто тип пишет math, а по итогу это реально какой-то мемок, который, ну, реально. И люди, опять-таки, из-за того, что не знают, что он вообще, во-первых, так пишет, Мгм. они, разумеется, что начинают вообще задумываться, в первую очередь, что это вообще за слово. Начинают, конечно же, идти по тикерам и тому подобное. И, ну, конечно же, что? Они покупают. Сразу покупают, потому что думают, это какая-то альфа, вау, я такой гений, я на это нашел. То есть это самое главное, подать человеку то, что он гений. Он это сам, короче, как-то обнаружил. То есть, да, это, наверное, прям как бы основные преимущества, которые по факту, если ты тут первый раз заходишь, делаешь мемок, ты проебешь, скорее всего. Ну, даже если, окей, не проебешь, в любом случае ты не сможешь удержать аудиторию,
ты... Быстро его забудут. Да, быстро его забудут, не будет шила, не будет, опять-таки, разгона какого-то, новостного разгона не будет. То есть ты не сможешь с первого раза продумать реально концепцию, как тебе подвязать то-то, 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 чтобы это выглядело реально нативно, чтобы это выглядело реально органически. Мгм. Все же. И из-за того, что ты это не можешь сделать. Как тебе вообще пришла идея создания своей агенции, которая будет работать именно с мемкоинами определенно? Потому что я таких агенций публичных даже, если честно, не слышал. Я слышал про маркетосов, такие как WEF Labs, или такое, понял, да, там, где, WEF Labs, там, да. где Андрей Мгм. Грачев, да. Я понял, да. Как бы маркетосы публично есть, а именно агенции, которые Я помогают понял, да. мемкоину, Мгм. их публичных вообще не существует. Это и правильно, то есть, тоже по факту не публично, просто по факту делаем, и все. М. То есть это по личному коннекту. Хорошо, то есть человек с улицы, который вот создал вчера свой мемкоин, он не может к вам прийти. Если у вас Он нету может прийти. каких-то общих коннектов. Он может прийти, то есть мы в целом об этом оповещаем, но мы все равно показываем, то, что мы помогаем всем проектам, Мгм. то есть мы просто обобщаем. То есть у нас также есть фокус на протоколах разных, на Мгм. DeFi, то есть там на L2 продуктах каких-то и так далее. То есть, То есть мемкоин — это такая мемкоин побочка. это еще дополнительный просто сектор, Мгм. в котором мы сидим. Вот. И, во-первых, это почему никто не говорит, потому что мы все прекрасно знаем кейс Андрюнина, Godbit, он уже вот так же тоже сидел на подкастах, наговорился уже. То есть все то, что вы пришли, просто дали и все. Вот так. Да, вот просто так все сделали и все. Объективно. Конечно, он откупился, конечно, он там, блядь, сдал пол вообще своих партнеров. То есть человек уже реально говорил, что они там миллиарды уже поделали на мемках. Все. Высосали с Конечно, рынка. да, конечно, по 300 мемков в день делать, это, надо еще постараться. Вот, и как минимум это как бы не актуально. Точно. То есть я точно не претендую на такие объемы, как это было у Андрюнина. Сразу говорю. Точно. Да, Не будет. на такие объемы не претендуем, раги не делаем, делаем только качество. От этой темы немножко уйдем. 3 мемкоина, Да. которые можно купить прямо сейчас в долгосрок. Как раз у нас сейчас рынок упал, мемкоины все находятся на Рынок, дне, конечно, вообще упал. все альты на дне. Выделить 3 лучших мемка, которые будут жить еще годами. Тут в любом случае надо ждать нового тренда сейчас, потому что, были до этого AI-агенты, которые реально были Мгм. классные. То есть из того, то, что я вижу, в целом, опять-таки, если мы говорим про каких-то, опять-таки, AI-агентов и тому подобное, то есть это Virtuals, 100% они очень классную экосистему делают, они делают подвязку с Solana, то есть, это как не мемок, это больше... у них есть вот нативный токен, опять-таки, который... они являются, знаешь, как инструментарием, шаблонизатором для создания своего AI-агента, Мгм. который будет там сидеть, что-то отвечать, ты на него какую-то логику задаешь, даже так это может, через их, API-шку это все возможно реализовать. И, собственно говоря, как бы, когда будет расти сектор AI-агентов, он 100% еще будет расти, это 100%, не конец этого нарратива, просто он перегрелся, сейчас, минус 70%. Слишком рано вырос. Да, так слишком сильно. рано, да. То есть, по факту за 3 недели вырасти чуть ли там не с 0 до 20 миллиардов капы суммарной. То есть это Объясни мало. обычным зрителям, что такое ИИ-агент. AI-агент, Потому что, если честно, Мгм. даже я до конца не понимаю, в чем отличие чата GPT от, например, вот этого агента. Мгм. Что за термин? вот смотри, то есть ChatGPT, он выполняет как бы комплексно задачи, которые ты ему даешь. AI-агент — это больше как AI-модель, которая обучена уже Мгм. на определенных примерах в определенной отрасли, области. То есть, например, если тебе, возьмем даже кейс вообще с реальной жизни, тебе нужен финансист, например. Человек, который будет сидеть и полностью вообще обращаться с всеми финансами и так далее. То есть, это как и бухгалтер, и все, как бы суммарно. Мгм. Этого агента можно обучить и так далее, то, что он все эти просчеты, все эти диаграммы, все это будет рисовать сам абсолютно. То есть все эти подсчеты, и он будет их делать качественно, конечно же, потому что он То есть, получается, Да. агенты — это улучшенный чат GPT в определенной области. Да, это по факту работник, который обучен. Все, это Мгм. работник, который обучен, за единственным исключением, то, что человек может мыслить как бы не только по прямой, Ну да. а он еще может как бы, все-таки разветвления какие-то. То есть человек может что-то сам придумывать, он может только синтезировать, делать какие-то догадки, предположения, но конкретно, чтобы он улучшался, нет. То есть пока что... У них просто нет вот этой творческой черты, как у Творческая, людей. да, творческая... есть, У них просто больше, да. сам понимаешь, больше математические исчисления, Да, они да. на этом. То есть они больше все-таки на логике Да. базируются, и нестандартные решения они, конечно, не примут. Да. Конечно, да. Это вот единственное их отличие от человека, но по факту, если мы говорим про
оцифровку вообще Мгм. всего, если мы говорим про какую-то диджитал деятельность, то есть это то же самое кодинг, это, например, заполнение каких-то таблиц и так далее, то, ну, так как раньше люди тоже, знаешь, нанимали отдельного человека, который реально сидит таблицами занимается. И, ну, Сейчас это все делает агент. да, сейчас это все делает по факту агент, он может спокойно заполнять, он может спокойно удалять данные, он может их сортировать и как угодно, то есть ими вообще руководствоваться. То есть, А когда вот этот тренд проходил, какой был самый лучший ИИ-агент? AI-агент, С какой отрасли? Интересно просто. AI16Z был, то есть это по факту, ну, если мы говорим, 16Z? да, AI16Z, Ага, да, помню. да, помню, да, да. слышал. Они по факту просто давали open source код, на базе которого уже строили других AI-агентов. То есть от этого уже пошла Элиза. Элиза еще свой потом open source сделала, А, то есть доработала. топ-агент — это агент, Это да, это агент, который дал да, возможность который дал, другим да, расширяться. другим расширяться, конечно, да. Ага. Поскольку, ну, если мы говорим за AI-агентов конкретно вот в Web3, то есть Мгм. конкретно в крипте, то, ну, понятно, что все были сфокусированы на каких-то криптовых продуктах. То есть есть там AI-агент по факту, который проводит на research, ну, это AIXBT, тоже Мгм. самый такой, наверное, расхайпленный, который сам, Research. он даже не research, он как инфл. То есть он выступает в роли инфла, В роли да, в роли инфла. Он инфлюенсера? сам, да, он сам пишет посты, он сам, короче, это делает делает искусственный реплай. интеллект? Это все делает искусственный интеллект абсолютно. Офигеть. То есть он сидит просто 24/7 в рынке, он это все анализирует, и он реально классно работает. То есть он реально прикольно работает, классный функционал там есть. Это какой-то отдельный профиль, да? У него прям Да, есть? да, у него есть отдельный профиль, то есть там 300 тысяч Офигеть. подписчиков по факту. Да, ну я думаю, там где-то вставочки ты потом ставишь. Искусственный интеллект набрал 300 тысяч подписчиков в Твиттере. Да, да. Офигеть. Полностью сам, ну, без какой-либо помощи. Всё. Я что-то пропустил. Ты реально что пропустил жестко. То есть он полностью анализирует все, абсолютно все, что происходит на маркете. Вышел какой-то дроп, Мгм. он про него написал. Не знаю, вышло какое-то даже какого-то инфла разоблачения, он его раскрутил. Он его начал, ну, реально со своей стороны оценивать, ну, тут вообще, ну, все за и против относительно там той или иной ситуации. Вышел какой-то ресерч, репорт по какому-то исследованию, все. То есть он, ну, это по факту. И, как я сделал. понимаю, он работает в реальном времени и анализирует данные прямо Да, сейчас. Да, анализирует данные прямо сейчас. Это просто шок. Агенты на базе искусственного интеллекта и Мгм. мемкоины на базе искусственного интеллекта. Мгм. Что такое ИИ мемкоина? Если А, кратко, давай. И мемкоины, смотри, то есть, ну, они сейчас тоже переросли по факту в AI-агентов окончательно. Мгм. То есть раньше, ну, и мемкоин это просто немножко ранний термин был до этого. После, короче, кейса с Goat, в чем была концепция, то, что якобы АИшка создала свой мемок. И это раскрутили. Это раскрутили, разумеется, что начали все говорить, там, короче, ну, появилась отдельная плашечка в Твиттере, то, что там может быть automated, то есть это по факту После пишет... этого случая. Да, после этого случая везде начали писать automated, там в Твиттере добавили, можно это все интегрировать, можно Мгм. подключить своего бота, который будет сидеть там отписывать что-то. Вот. И разумеется, что начали все так делать и преподносить под то, что, ну, якобы это создал не человек, а искусственный интеллект. Мгм. То есть начали под разных персонажей подвязываться, под разные модели начали подвязываться, и, конечно же, начали раскручивать. То есть это было когда первый задаток перед AI-агентами, как и мемкоины. Давай представим. Мгм. Я новичок в криптовалюте. Да. Я хочу развить свой личный бренд, найти связи с крупными ребятами. С чего мне начать? И работают ли все вот эти новые социальные сети на Web3? Как там, я слышал, Каика, что они даже... Каита, да. Да, Каита. Каита. Они дроп хотят выдавать, возможно. Ну, может Расскажи по поводу этого. Да, побольше. Ну, в общем, если так говорить за Кайта, то есть, вот, например, даже вот, да, у меня недавно был кейс по Берачейну, ну, я же вообще-то в первую очередь как бы инфл. Ну как, ладно, не в первую очередь. Да, ну, в первую Так очередь, же. да. Это дополнительное, скажем так, агентство, просто помогает его по факту пушить еще больше со стороны связи, со стороны вообще узнаваемости и траста какого-то. Если, да, вот, и какой был, собственно говоря, кейс, у меня вот есть там определенное количество подписчиков, там больше 60 тысяч сейчас. Понятное дело, что я пишу про разные проекты, я делаю разные обзоры и тому подобное. Вот, в общем, такие обзоры делал про Берчейн, рассказывал, в общем, показывал экосистему. Ну, то есть я сделал буквально где-то 4-5 твитов, там суммарно они, наверное, залетели на, ну, 1100, наверное, просмотров, это если вот возьмем суммарно. И по итогу Берчейн запартнерился с этим Кайта. Даже сейчас расскажу, что это вообще за платформа Кайта. И, в общем, они выделили 0,5% суплая на airdrop конкретно людям, кто создавал про них контент. Вау.
Вот. И это они выкатили после того, как уже посты были созданы. Да, уже после того, как посты были созданы, конечно, да. А ты делал эти посты по поводу Бирочейна? Да, Просто так? Да, просто так делал, ну, потому что, типа, ну, в целом value какой-то Мгм. несло в себе, ну, видел, что есть какой-то opportunity, Мгм. потенциал для заработка для аудитории, и, разумеется, как бы и рассказывал им за это. И, в общем, да, по итогу они выкатили эту всю историю, они по итогу выделили 0,5% supply, и, ну, лично, как бы я получил 700 токенов, как бы в моменте, когда вышел Бирочейн, Это было очень хорошо. это было очень хорошо, да. То есть по 13 можно было спокойно захеджить, Мгм. ну, по факту просто стать шорт-позицию, ну, где угодно, на любой Он бирже, хорошо да, где упал был до шорт. 5. Да, он хорошо упал до 5. Ну, в общем, захеджить, по факту, там уже 700 умножить на 12, уже неплохая, как бы, и цифра выходит. Самое главное, ты слил? Ну, да. Или держишь? Я Слил. захеджил. Я захеджил, да, там, в общем, какой был момент, они не дали сразу заклеймить, они вот эти как раз таки людям, кто Как всегда. создавал контент, они дали заклеймить только через 4 дня. Через 4 Да. дня. А через 4 дня, понятное дело, Понятно, уже что не уже было такой 5,5, цены. да, да. Но я захеджил по 12, поэтому что, ну, по сути, да, мне надо было там залочить, вот это, что 700 умножить на 12 сумму. М. И дальше понятно, что оно все улетело вниз. Я, понятно, что эти токены продал, которые мне дали, я заклеймил, одновременно их продал по 5,5 и закрыл шорт-позицию. То есть я заработал с шорт-позиции, вот этот вот как раз-таки промежуток с там, 13 до 5,5, и, разумеется, что закрыл сам токен уже с 5,5 там до нуля. Кстати, это ребяткам, которые получают токены постепенно, будет на заметочку. Можете хеджировать свои Да, позиции, хеджировать, чтобы да. получить потом Да, полную да, сумму. да. Полную сумму. То есть и мы уже вообще никак не привязываемся. Кстати, очень полезно, многие не знают. То есть я вот даже сижу, общаюсь с большим количеством смартиков и так далее, они не знают то, что так реально можно делать. И сидят потом расстраиваются, блин, а почему у нас токен $5, когда мы хотели по 13 его слить? Ну, блядь, ваша проблема, как бы. Сами понимаете, Да, почему. сами понимаете, конечно. Ну, зашел в шорт-позицию, подержал 4 дня, в любом случае упал, заработал, хорошо поднялся, потерял, но зато продал всё токены равно, да, выросли. зато токены, Да. токены выросли у тебя. И ты их продал уже все равно в среднем по 13. Немножко да. отошли от темы. Да, немножко. Есть там, например, Монад. Мгм. Вот проект Монад. В общем, про него люди пишут. Кайта это все собирает. Они сделали отдельную систему поинтов как раз-таки под проект Монады у себя на платформе. Да, то есть они полностью отслеживают всю активность, показывают, кто самый активный в Монаде, кто вообще, собственно говоря, больше всего пихает экосистему, начисляет всем им поинты. И, Конкретно людям, да, которые конкретно пишут. люди, которые пишут про Монады. Вот, у себя внутри. И у них отдельный пул под это. Да, и у Монада, скорее всего, будет отдельный токен supply, ну, короче, процент от supply, соответственно, вот этим пользователям, потому что они, вот у них вся аналитика, кто их поддерживает больше всего. Мгм. То есть у них вот есть абсолютно все. И да, то есть вот эта вот как бы система новая, которая рассчитана под создание контента. А создание контента для проекта равно хайп-проект. Ничего себе. Да, в общем, они так вот подвязывают людей под какой-то определенный проект, и проекту выгодно, потому что про него пишут. в Проекту надежде, очень да, выгодно. Это очень выгодно. То есть они по факту не обещают ни токенов, ничего. Ну, просто люди уже так понимают. Люди уже подсознательно. привыкли, Да, что если привыкли. хотя бы какой-то намек есть, Да, какой-то намек то с есть. большой долей конечно. вероятности им что-то дадут. Партнерство. Они все объявляют официальное партнерство. Они все постоянно друг друга пушат. То есть как Монад, например, пушит Кайта, так и Кайта пушит Монад. Мгм. У них есть отдельный лидерборд, и все. То есть в моменте, когда выйдет Монад, то есть там непонятно, кто получит и за что вообще токен. То есть там за тестнет получит, мало получит, а не за тестнет. Получит за майонет стадию, если там, скажем так, майонет выйдет чуть раньше токена. Все равно, ну, далеко не факт, что люди получат что-то с этого. А вот как раз-таки с создания контента, то есть создание контента, это, ну, как бы полноценная работа Мгм. все-таки. Как ни крути, в любом случае. И они, соответственно, получат токены этого проекта, и, скорее всего, нормальное количество. Потому что там выделили даже 0,5% supply, стать реально в топе этого лидерборда непросто. Надо реально поддерживать проект. Но в перспективе это окупается, то есть там по факту потратив, ну, так, если брать суммарно, по моим подсчетам там для новичка, часов 6, наверное, в день ты тратишь на эту всю историю, с потенциалом, что за 3 месяца там, ну, 1020 тебе реально могут насыпать. Ничего себе. Да. Это если ты маленький, если у тебя вообще ничего нет совершенно. Если ты там, например, ну, моего уровня какого-нибудь, либо же даже, ну, окей, даже там пониже, например, то тебе хватит там сделать 5-10 постов, и все. По факту вот у тебя... Но это всего лишь пока что ожидание. Это ожидание, да, но
они вот уже из раза в раз повторяются, они уже То есть это уже не подтверждаются. первый раз. Это уже не такой первый раз, да. То есть Мгм. там есть отдельная вкладка для проектов, которые уже залаунчились. происходит. Мгм. И тоже, если ты про них пишешь, они выделили отдельный пул под кайта, который вознаграждает также создателей. Все, то есть это платформа, Круто. где ты уже мотивированный создавать этот Мгм. контент, где ты мотивирован входить очень активно. Это, кстати, вот сейчас, почему очень многие люди начали входить, скажем так, в Твиттер еще дополнительно, ну, вот именно конкретно в крипто-твиттер, Мгм. потому что для них это сразу прямой способ монетизации. Ради дропов конкретно. Да, ради дропа. То есть тебе не нужно ждать рекламу, тебе не нужно ждать, пока ты вырастешь там Мгм. до 20-30 тысяч подписчиков. У тебя есть, по факту, вот прямой способ, как ты можешь в потенциале зарабатывать. Не 100%, конечно, но Я в понял. любом случае процент обнадеживающий. Почему именно Solana стала топ-1 блокчейном, на котором создается наибольшее количество мемкоинов, и туда идет самый большой объем торгов? Давай тоже сразу по пунктам пройдемся. Раз создание стоит 0, по факту, тебе вообще ничего не надо. Только Тебе за комиссию. Ну. За транзакцию. 2 цента. Да. Ну, как бы 2 цента, думаю, Сразу найдется. предупреждение, не совсем бесплатно. Да, не совсем бесплатно, но да, в любом случае дешевое создание. За этим сразу тянется дешевые свапы. То есть, ну, ты по факту Мгм. свапаешь там USDT-шки, Solana в этот токен, и обратно очень дешево. То есть, если мы берем эфир, тебе надо потратить на свапы, типа 50, ну ладно, сейчас там поменьше, но 10-20 равно, баксов да. ты потратишь сейчас. Так или иначе, как ни крути. То есть это дает, ну, скажем так, очень простую точку входа. То есть, в-третьих, что тоже немаловажно, на Solana очень классные валеты. То есть Phantom Wallet, по факту, Да, он, классный да, токен. он Ой, намного- кошелек. да, кошелек, да. Он очень Токены в голове удобный. уже. Да, да. Очень удобный, он очень быстрый. То есть тебе приятно на него смотреть, и для человека это, ну, как ни крути, все равно легче, скажем так, точка входа. Более удобный интерфейс, Да, так да, сказать. более удобный интерфейс. Плюс сама Solana в целом вкладывалась, ну, именно сам Solana Foundation Мгм. вкладывался в развитие мемков, точно, это 100%. Они точно запускали мунеры свои, они точно это все разгоняли, это очень грамотный маркетинг вокруг этого весь простроен. Плюс Solana — это очень дегенский чейн, как ни крути, то есть это все тянется по факту с момента ее создания. Из-за того, что она дешевая, из-за того, что она быстрая, она, ну, по факту, у нее очень сильная пропускная способность, Мгм. и там сидит реально большое количество китов, там, ну, большое количество смартов сидит, засажено в Солане. Ну, разумеется, что она вот так разогналась до таких темпов. Понятно, что после вообще лаунча Трампа, ну, то есть уже не остается никаких вопросов, то, что Solana — это топ-1 чейн по мемкам, и ничего кроме Solana быть не может. Ну, действительно, там вот было там пару дней назад BNB стреляла. Ну, вот как Скоро постреля- еще стрельнет, посмотрим. Посмотрим еще. Посмотрим. Да, стрельнет. Будем Чамп надеяться. Джоу знает, что он делает. Будем, да, конечно. Чан Джоу знает. Знает и узнает, может, как перехитрить Солану, но пока что, к сожалению, это невозможно. А с приходом таких больших объемов на рынок мемкоинов, что по поводу регуляции? Не думаю, что это будет происходить в ближайшее время. По крайней мере, из-за того, что сейчас правительство такое манипулятивное, они 100% будут манипулировать, и им просто невыгодно, но опять-таки они будут ломать свои же законы, это будет очень странно как-то выглядеть. И, ну, то есть ETF могут начать принимать, конечно, мемки. ETF на мемкоины. Ну, могут, конечно, начать. Потенциально могут, да, на какие-то большие мемки могут. Какой-то Еще Dodge. Очень далеко ты забегаешь. До Solana до сих пор даже не выпустили Не, ETF. ну, если сейчас они начнут выпускать, то они начнут так принтовать по факту. То есть я думаю, то, что, ну, опять-таки, это просто сейчас они такой лимитированный спрос на эти ETF делают. Я думаю, что в дальнейшем это будет намного распространенная ситуация. То есть дальше начнутся какие-то большие по типу Doge, Pep и так далее. Очень, ну, типа, потенциально такое может быть. Сама регуляция как бы на мемкоины может, опять-таки, взиматься какое-то фи. Дополнительно, то есть, например, чтобы купить, продать, будет взиматься какой-то процент, как бы налог, который будет идти уже дальше в казну, США. Налог на покупку. Да, налог по факту. Мемкоинов. Да, сразу находит. То есть, по факту, поскольку, да, весь трейдинг происходит через DEX валеты, то есть, по факту, все децентрализовано, то есть, ты никому ничего не выпишешь, ничего никому не скажешь. Им, ну, надо будет в таком случае прям заходить к платформам, прям их душить жестко, по типу, там, как PumpFun и тому подобное, их душить и говорить то, что все, работаем теперь только так, либо все, закрываем Либо так, контору. либо закрываемся. Либо закрываемся, все. Да, потому что в любом случае, типа там PumpFun, Radium и все остальные, это все официальные компании, зарегистрированные в США. И централизированные. И централизованные также, да. Понятно, что там их датабейс может быть децентрализованный, но, увы, они распоряжаются, что будет на платформе у них и так далее.
То есть данные, понятно, пользователи они собирать не станут. Я не думаю, что это будет так, потому что тогда, ну, в целом, крипта в привычном понимании умирает автоматически. То есть это непонятно, что тогда становится. Потому что, ну, самый главный постулат — децентрализация, анонимность, прозрачность. То есть все. Все это умирает с каждым Да, годом. все это как бы умирает в мгновение. Надо будет создавать какую-то альтернативу криптовалюте, Абсолютно. Да, то есть децентрализированно. их вообще вариант, реально, как это все урегулировать, это по факту, ну, может, это окей, неофициальная регуляция, но по факту взять по контролю абсолютно все платформы, абсолютно все, ну, скажем так, агрегаторы ликвидности, Raydium и тому подобное, все взять под свой контроль и там уже диктовать свои условия. То есть они это могут спокойно сделать, они могут, ну, к любому прийти и сказать, все, ну, то есть вы те работаете с нами. Ну, либо так, либо никак. И, разумеется, да, тогда они будут в казну США засовывать уже свои там определенные дивиденды с этого всего. То есть они могут поставить, ну, нормальный такой налог на прибыль, на P&L, например, это может вообще автоматически, каждый смарт-контракт. Платформа будет просто автоматически от твоего общего P&L, например, отчитывать там типа 40% и отдавать типа США. Ну и понятное дело, если они такой примут, то все вот эти объемы, которые на данный момент идут в мемкоины, они пропадут. Потому что, ну, даже если так подумать головой, заработать $100 на мемкоине и отдать 40. И отдать 40 довольно-таки глупо, потому что ты и так можешь потерять. И так риски будут. И, ну, я не думаю, что прям это будет 40, но 20, я думаю, вообще спокойно. 20-25. То есть это, мне кажется, изи. Ребята, на этом все. Все мои социальные сети, все социальные сети Ильи вы найдете в описании под нашим подкастом. Я тебя благодарю за то, что сегодня пришел ко мне на подкаст. Спасибо огромное, что позвал. Мы пойдем выпьем водички за здоровье Дональда Трампа. Пойдем выпьем. Всем пока. Все. Всем бай-бай.